Ранним утром 19 июня 1942 года над позициями советских войск беззвучно падал связной немецкий самолет «Шторх». За ним даже не тянулся привычный дымный след. Когда немцы в отчаянной атаке захватили место его падения, они нашли только одну пробоину в бензобаке. Немецкий офицер, который выбрался из рухнувшего самолета, был убит в перестрелке с советскими пехотинцами и не успел уничтожить портфель с секретными документами. Майора звали Райхель. Он был начальником оперативного отдела 23-й танковой дивизии и вез план сосредоточения ее частей в начале операции с кодовым наименованием «Блау». Операция должна была осуществить мечту Гитлера – захват кавказских нефтепромыслов и лишение русских крови войны – нефти. Документы майора Райхеля раскрывали планы врага далеко не полностью и вполне могли оказаться сфабрикованной немцами дезинформацией. Сталин, рассмотрев захваченные документы, оценил их очень осторожно. Возможно, что перехваченный приказ скрывает лишь один уголок оперативного плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим фронтам. Однако 28 июня 1942 года войска вермахта начали операцию «Блау». Справка. План Блау предусматривал разделение группы армий Юг на две части. Группа армий А должна была наступать на Северный Кавказ для захвата советских нефтяных промыслов. Группа армий Б, включавшая 6-ю армию Паулюса и 4-ю танковую армию Гота, должна была двигаться на восток, к Волге и Сталинграду для прикрытия северного фланга наступления на Кавказ. Немецкие колонны рванулись к Воронежу, Сталинграду, Ростову-на-Дону. Недостаточно укрепленный южный сектор Советско-Германского фронта был прорван. Отступление советских войск превратилось в бегство, и вскоре под Миллерово, в 300 километрах к западу от Сталинграда, неуправляемые части были окружены. На одном из совещаний раздраженный Сталин спросил командующего фронтом Тимошенко: почему не сообщают ставки, куда девались войска этих армий и какова их судьба? В этих армиях находились, кажется, 14 дивизий, а это больше 100 тысяч человек. В ответ Тимошенко смог назвать неутешительные цифры пробившихся из окружения частей. Уже через несколько дней Тимошенко был смещен со своего поста, и новым командующим фронта стал Василий Гордов. Смена командующего не принесла желаемого результата. Армия продолжала отступать, сдавая один населенный пункт за другим. Все чаще советские солдаты добровольно сдавались в плен. Многие переходили на сторону немцев, становясь так называемыми «хиви». Хиви от немецкого «хильшвиллигер», то есть желающие помогать, добровольные помощники вермахта, набиравшиеся из местного населения и военнопленных. Служили в вспомогательных частях водителями, санитарами, поварами. С увеличением потерь вермахта привлекались и к непосредственному участию в боевых действиях. Непрерывное отступление советских частей на восток продолжалось, когда вышел знаменитый сталинский приказ номер 227, получивший название «Ни шагу назад». Выписка из приказа номер 227 от 28 июля 1942 года. Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Останавливать бегущих должны были специальные заградительные отряды, имеющие право стрелять по своим. Среди бойцов и командиров приказ вызвал неоднозначную реакцию. Многие к нему отнеслись положительно. Его надо было издать раньше, тогда бы мы не отошли с зимних рубежей. Но немало было и тех, кто считал, что приказ ситуацию не изменит и выполнять его не будут. Численность заградительного отряда, куда входили лучшие бойцы, редко превышала несколько сотен солдат. Так, 4 заградотряда 62-й армии насчитывали всего 650 человек при общей численности армии в 56 тысяч бойцов. Поэтому заградотряды в лучшем случае могли возвращать людей в свои части. Справка. Выписка из донесений НКВД о ходе боев в Сталинграде.
Заградительными отрядами с 1 августа по 15 октября 1942 года задержано 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из них арестовано 3980 человек, расстреляно 1189, направлено в штрафные роты и батальоны 2961 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека. Однако, чтобы остановить врага, одних заградотрядов было мало. Нужны были накопленные резервы. На востоке, на железнодорожных станциях, заполненных войсками резервных армий, разнеслась команда по вагонам. Составы двинулись к Дону. Немецкие части шли по направлению к Сталинграду. 6-я армия приближалась к Дону, но ее командующий чувствовал себя неуютно. Фридрих Паулюс с 1935 года занимал должности начальника штабов различных соединений. Один из авторов плана «Барбаросса», плана нападения и ведения войны против СССР. После смерти генерал-фельдмаршала Рейхенау стал командующим 6-й армией. Был одержим манией чистоты. Даже в разгар боев менял нижнее белье несколько раз в день. Штабной работник Паулюс скорее походил на ученого, чем на генерала. Он не стал таким же кумиром солдат, каким был его предшественник, ярый нацист Рейхенау, решительный и грамотный командир. Паулюса постоянно сравнивали с Рейхенау, и это его раздражало. Справка. 6-я полевая немецкая армия насчитывала 270 тысяч человек, около 3400 орудий и минометов, 350 танков и 1100 самолетов. Ей противостоял Сталинградский фронт. 300 тысяч человек, 5500 орудий, 230 танков и 1000 самолетов. Небольшой численный перевес советских войск сходил на нет из-за необходимости растянуть силы на 500 километров. Паулюс же собрал свою армию в кулак для нанесения точечного удара Запада. Путь немцев к Сталинграду пролегал через Донские степи. Здесь текущий с севера на юг Дон подходит к Волге почти вплотную, а затем поворачивает на юго-запад, образуя большую излучину. В ней и заняли оборону две резервные армии – 62-я и 64-я. За спинами солдат возвышался крутой, высотой 25-30 метров берег реки, который затруднял отход и не давал возможности создать нужное количество переправ. Прорыв врага на этом участке угрожал советским войскам окружением. Им оставалось или остановить врага, или погибнуть. Немецкое наступление в излучине Дона началось 17 июля. Вопреки ожиданиям, разгромить советские армии за несколько дней не удалось. Бои затянулись на целый месяц. Мужество советских солдат, проявленное при обороне Дона, заставило немецкое командование пересмотреть свою стратегию на Восточном фронте. В случае, если армия Паулюса не вышла бы к Сталинграду, наступающая на Кавказ группа армии А могла оказаться в окружении. К Паулюсу срочно подтянули резервы. Его усилили танковой армией